Сегодня я расскажу вам главные новости про нашего пирожочка. Дело в том, что новости действительно есть хорошие. Вы знаете, что мы съездили в Москву, и там нам назначили новый препарат от судорог Сабрил. И вот мы купили. Нам сказали там, где купить в России. Мы уже купили, уже начали давать, и судорог нет. Так что можете, те, кто переживал за Серафима, что он испытывает боль, можете обрадоваться, потому что теперь боль у Серафима исключительно такая, как у остальных детей. Зубки, животик, все. Все остальное, все судороги у нас уже позади, слава богу. Надеюсь, что будет у нас длительная ремиссия. Когда мы только начали вводить препарат, то была вялость большая у Серафима. Мы практически с ним не занимались. Я из-за этого очень расстраивалась, потому что действительно вот в занятиях важна регулярность. Пока ты делаешь, есть эффект. Если ты это делаешь, перестаешь и делаешь там раз в неделю, от этого толку никакого точно не будет. Через пару дней прошла вялость, добавилась раздражительность и плохой сон. То есть он капризничал, плакал, тоже невозможно было заниматься. Я опять же очень расстраивалась, ну как так? Сейчас все устаканилось, и судорог нет, и Серафим спокойненький, хорошо спит, и мы продолжаем с ним заниматься, так что в этом плане все хорошо. Единственное, что осталось в виде миоклонических судорог, то есть вот он может там, например, раз так дернуться один раз, это тоже плохо, вот, но я надеюсь, что со временем это тоже пройдет. Кстати, беспокойства, возможно, были просто на погодные условия или на те же самые зубки или животик. Возможно, это было не из-за лекарства, но кто сейчас знает. И сейчас, после полного привыкания к Сабрилу, будем отменять другие препараты, которые мы сейчас применяем и которые нам не помогают. Но это долгий процесс, это расписывает врач, так быстро просто нельзя их отменить, потому что уже у организма есть к ним большое привыкание, но постепенно мы с остальных препаратов всех уйдем. Кстати, по поводу отмены препарата совсем. Были у меня такие действительно мысли, чтобы жить с судорогами, но при этом там, чтобы не было там затуманенности сознания у него и так далее. Но на самом деле, пока у него эти судороги, с ним невозможно никаким образом не заниматься, его невозможно никак расшевелить, потому что он либо плачет до вот этих дерганий, то есть ему скоро как бы будут дергания, ему перед этим плохо. А после дерганий он спит, а потом он вялый. По факту, что вот я начала с ним заниматься, я занималась им раз в несколько дней, это вообще ни о чем, надо заниматься каждый день. Я не знаю, как мамы полностью отменяют со временем препараты, это, наверное, все-таки не наш случай, и действительно сейчас у нас судорог нет, поэтому продолжаем занятия и надеемся на то, что начнется развитие. А еще теперь, если у нас будет действительно ремиссия, то нас будут брать уже на любые реабилитации, на которые мы захотим. Мне в личку, ВКонтакте, в Инстаграме и даже в комментариях пишут большое количество информации по поводу и врачей, и реабилитации, и центров. Я не все успеваю смотреть, но я все заношу в таблицу Excel, и когда придет время, мне действительно будет что выбрать, поэтому спасибо всем большое. Какие у нас сейчас планы? Ну что, жизнь без судорог прекрасна. У нас появилось гораздо больше времени на занятия. Мы с Серафимом сейчас пока делаем 3 основных упражнения. Это на удержание головы, на переворот, который вы видели. И также мы еще занимаемся, ну помимо вот этого нашего массажа и обычных вот этих ЛФК, еще мы занимаемся на мяче. Но на мяче так у нас пока не очень Серафиму нравится, но я стараюсь заниматься. Вот, также еще, ну вы знаете, я увлеклась Доманом. Вот, я прочитала уже 2 книжки Домана, купила в интернете 3-ю книжку, потому что я не смогла ее найти, не скачать, не прочитать онлайн. Это книжка «Да, ваш ребенок гений». Я надеюсь, что там будет, во всяком случае, обещается в описании, что там будут практические занятия, и я хочу уже начать заниматься конкретно упражнениями Домана. Также еще я заказала уже трек Домана, такая горка специальная, которая обучает детей ползать. Вот, я не заказала, я связалась с поставщиком, и он мне, собственно, обещал ее подарить. Он находится тоже в Нижнем Новгороде, так что они делают их на заказ, на следующей неделе они должны мне ее уже сделать. Ну, посмотрим, пока обещают. И коврик Домана тоже едет, он на почте сейчас, застрял, но ждем. В общем, пока ждем все домановские вещи, делаем пока просто стандартные упражнения. Ехать куда-то на реабилитацию сейчас мы пока не будем, потому что судороги закончились вот-вот. Сейчас не хочется как-то что-то провоцировать новое. Сейчас мы посмотрим пока, как Серафим будет с новым препаратом, как он будет вообще на него реагировать, какое будет, может быть, развитие, будет ли что-то. У меня есть к вам небольшая просьба. Пожалуйста, вы могли бы меня не спрашивать каждый день?
ВКонтакте и в Инстаграме, какие ваши успехи, чего вы уже добились. Потому что это не все так быстро. Да, даже если у нас нет судорог, мы не ждем от Серафима, что завтра он скажет нам: мама. Мне очень хочется вас радовать, и отвечайте всем, что да, успехи есть. Но по факту это все очень будет долгим процессом. Пожалуйста, привейте к нам небольшое терпение. Все будет, но просто очень-очень медленно. Но в любом случае, огромное вам спасибо за поддержку. Действительно, без вас мы бы не съездили в Москву, не заказали бы в России Сабрил, он бы нам бы не помог бы. Поэтому спасибо большое, что вы нас поддерживаете. Мы вас очень любим. Пока. Друзья, многие знают канал Кати Горячкиной. У ее дочери Риты ДЦП. И сейчас у них вывих тазобедренного сустава, из-за которого девочка испытывает боль, а также дальнейшая реабилитация невозможна. Помочь им согласились только в частной клинике, у семьи нет таких денег, поэтому если вы имеете возможность помочь, то я буду очень благодарна. Ссылка на канал, группу ВКонтакте и реквизиты Кати будут внизу под видео. Алло. Здрасте, нет, не занимаюсь. Ну, вот. И